Как коллекторы находят должников, их родственников и за них декларированное имущество. Интересно? Смотрим дальше. Всем привет, меня зовут Виталий, и в этом видео я хотел бы поговорить о методах работы коллекторов по вышибанию долгов у самого должника, который скрывается. И в этом варианте вы должны знать, как именно кредиторы получают информацию об имуществе, круге общения и доходов самих должников. Конечно, много из этой информации, она в принципе общедоступна. И вы наверняка знаете, как коллекторы и банки и финучреждения скупают базы персональных данных, всевозможные реестры прав собственности на вашу недвижимость. А такой реестр о наличии как транспортное средство, то и в принципе доступны многим желающим. И даже если такая информация может выйти из стен МВД, и в таких вариантах адвокаты ссылаются на полномочия об адвокатском запросе, то зачастую их и проще и быстрее это можно получить другим путем. Также, я думаю, вы знаете о том, что банки и разные финансовые учреждения отключают к себе доступ к единому реестру регистрации автогражданского состояния, в котором зарегистрированы все ваши паспортные данные, даты рождения ваших детей. В них также можно узнать, находитесь ли в браке, живы ли вы вообще, получали ли вы свидетельство о смерти или меняли ли вы фамилию. Ведь я думаю, вы знаете, что при смене фамилии, к примеру, особо вышла замуж, то такую информацию банк очень легко отслеживает, так как под это заводится специальная ячейка. И даже в этой информации, которую я выше перечислил, которая легко достать, уже зачастую 70% должников находятся от такой информации. Но также нужно не забывать, что информация о себе зачастую распространяет сам должник. И вы должны знать, что вам в будущем не нужно делать, чтобы не облегчать коллекторам в поиске вас и ваших знакомых и родственников. И первое, чем пользуются коллекторы, это социальными сетями. И в этом варианте вы 100% должны знать, что если вы надумали брать кредит или какие-либо долговые обязательства, и есть вариант, что вы вовремя не сможете их выплатить, то в первую очередь вам нужно закрыть все социальные сети. И я думаю, вы понимаете, что в поиске вас коллекторы могут терроризировать как вас, так и ваших родственников, так и ваших знакомых с требованием, чтобы вы отдали кредит. Хотя, ведь зачастую вы сами распространяете информацию о себе, где вы часто бываете, и если не часто, то на что у вас есть финансовые возможности там побывать. Ведь вы знаете немало случаев, когда вы думаете, что у вас друг в отпуске на даче, а в соцсетях появляется фотография из до более известных курортов, и в таких вариантах коллекторы понимают, что деньги у вас есть. А если на этой фотографии вы еще и не сами, то наверняка у вашего друга можно у вас при случае поискать. Также вы должны понимать, что если на вас уже открыто производство, и вы начинали уже сотрудничать с исполнительной службой, то в таких вариантах, к примеру, когда суд уже выносит решение о взыскании, то в этих вариантах очень часто бывает, когда недостойные работники исполнительной службы арестовывают все имущество должника. В том числе все кредитные карточки, не исключая зарплатные, социальные. И этим очень часто пользуются, либо встречаются такие варианты, по которым должник получает социальное пособие на детей, и в таких вариантах должнику нужно доказать, а именно принести выписку, что это единственный доход и существование для детей, которые ни в коем случае нельзя арестовывать. И только после таких доказательств, если они будут очень аргументированы, арест снимается. В принципе, очень много случаев, когда эти аресты не снимаются. Ведь зачастую на эту карточку приходит не только социальная помощь, а еще и в принципе любая всевозможное денежное перечисление. И если хоть одно перечисление там будет, эту карточку не разблокируют. То есть в таких вариантах вы должны понимать, что если на вашу зарплатную карточку вам приходит зарплата, то никаких других денег туда больше приходить не должно. И это будет подтверждением о том, что это ваш единственный или основной источник дохода, который нельзя заблокировать, дабы вас не оставить без полностью средств существования. Также вы должны знать, что как и исполнитель, так и сам кредитор могут ознакомливаться с исполнительным производством. И уже согласно этой выписке вашу жизнь можно отследить от и до. А именно, где зачастую вы покупаете продукты. И если вы это делаете регулярно и в одном месте, а еще и в одно время, то ждите, вас там точно найдут. Также они могут видеть, где вы кушаете в ресторанах и в каких магазинах и на что тратите деньги, что в свою очередь даст подтверждение месячный и годовой доход для заинтересованных особ.
Из этого вы должны понимать, что информация из выписок из ваших банков активно используется всеми желающими. И в моей жизни были ситуации, когда должника нашли на автозаправке, на которой он регулярно заправлялся, при этом автомобиле его имуществе не было. Но выписка с банка показала о том, что он покупает топливо. Хоть в таких вариантах надо отметить, что зачастую сами кредиторы любят очень много рассказать о себе. Своим друзьям, знакомым, да просто похвастаться, что купили, где были, где отдыхали и во сколько им это обошлось. Ведь вы должны понимать, что если коллекторы находят ваших друзей и знакомых, а вы при случае поделились с ними какой-либо информацией, то будьте уверены, ваши знакомые невзначай, чтобы от них отцепились, эту информацию донесут самим коллекторам. И я думаю, в этом варианте вы точно должны знать, что стоит ли своим друзьям рассказывать более подробно свою жизнь. Ведь никто не знает, чем завтра это вам обернется. Ведь вы понимаете, что коллектора проходят специальные тренинги по выуживанию информации из окружающих самого должника. И хоть зачастую такие курсы не дешевые, но для опытных коллекторов они очень быстро окупаются, так как получают свой процент с каждого клиента. И ведь вы даже не задумываетесь, когда, взяв кредит, вы называете просто своего знакомого, а это зачастую близкий знакомый, с которым вы очень часто общаетесь, тем самым сдаете информацию, за которую вас и найдут. Так что, если эта информация вам была информативна, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч, и до нового видео. Всем пока!